Всем привет, вы на канале Польза.нет Live, и здесь только подробные обзоры, еще более подробные на канале Польза.нет. Но здесь вы увидите сейчас смартфон OnePlus Ace 2 Pro одним кадром. Я буду рассказывать вам основные вещи. Меня зовут Саня, основной канал, повторяюсь, Польза.нет. Об этом смартфоне. Тесты я уже провел достаточно в большом количестве. То есть для начала я вам расскажу, что смартфон не может снимать на данный момент в 8К, чтобы вы понимали. Хотя мало кому-то это будет нужно. Второй момент. Съемка ведется, разумеется, не на него, на основной модуль. Остальные модули, извините за мой французский, но так очень любят повторять фанаты различных брендов и даже OnePlus, шакальные. То есть здесь ультраширик без автофокуса, без толком стабилизации. И примеры будут в основном ролике, примеры в моем телеграм-канале взаимопомощи. Но не это важно. Важно, что этот смарт благополучным образом прошел очень много тестов неприлично хорошо. Сейчас я буду вам потихонечку рассказывать, в чем его неприличность и в чем хорошо. При том, что, разумеется, это все относительно и смотря, как говорится, как смотреть. Но его цена в долларовом эквиваленте, она просто волшебная, вы поймете почему. Я его сильно особо расхваливать не буду, потому что существует вероятность, повторяюсь, вот смотрите, он еще снимает, отлично. Существует вероятность, смотрите, чего. Сейчас я использую, кстати, selfie-stick без стабилизатора. Того, что это дело будет заблочено. У меня был OnePlus Ace 2V, как вы помните, он у меня заблочился, на Алиэкспрессе его в Россию не продавали, я его купил другим путем, пообозревал, и в итоге его заблокировали. То есть вне Китая его блокировали, потом его разблокировали, но на это понадобилось месяц. Это дело у меня с симкой пока не заблокировалось сразу. Китайская версия, разумеется, русский язык, но существует вероятность, что будет блокировка. Но я покупал его на Али, и обычно, когда ты покупаешь на Али, это потом уже, как говорится, дело продавца. То есть, если он у меня заблокируется, я буду его мучить, и он либо мне вернет средства, либо оплатит перепрошивку, либо, проще говоря, всегда есть какие-то решения. Напишите, если у вас их не было. Я не пиарю сейчас Али, я просто знаю, что на других платформах, конкретно на Озоне, человек покупал OnePlus Realme 11 Pro, точнее Realme 11 Pro, китайский, он у нас в чате, кстати, был, и ему понадобилось, чтобы его активировать, 2 месяца с лишним, просто безумные какие-то проблемы. Я купил его также на Алиэкспрессе, и он у меня раз был разблокирован, а два, как я знаю, тем, кто его покупали на Али, его разблокировали продавцы. Напишите, если у вас с Али была такая проблема, у вас его отказались разблокировать. В общем, про блокировку вы запомнили. На данный момент он у меня работает с симкой уже несколько дней, но вероятность того, что он будет заблокирован, существует. Хотя, опять же, допустим, я также купил Realme GT5, по-моему, да. И он на данный момент должен быть заблочен, но продавец пишет, что он разблокирован, хотя некоторые мои продавцы, знакомые, говорят, что разблокировки варианта нет. Про это мы закончили. Теперь перейдем к OnePlus, к собственным физическим особенностям, потому что кто-то будет покупать в глобалке, так же как, допустим, очень выгодно сейчас OnePlus 10T приобретать. Смотрите, это основной модуль. Апертура не особо крутая, то есть даже основной модуль, пусть даже и неплохой, но апертура 1.8. Понятно, что здесь зависит все от размера пикселей, от стабилизации, от цифровой стабилизации, от оптической, как все это дело работает. Сейчас я специально вышел в сумерках, не при ярком солнце. Почему? Потому что в прошлый раз вы видели такой же обзор одним кадром на Nubia Z50S Pro. Да, вот такое длинное название, и здесь недостатков, наверное, будет в разы больше, хотя он по стоимости на 33% дороже. На то это и второй эшелон, в принципе. Но не будем мы о грустном, будем мы о OnePlus. Что из интересного? Зарядка. Заряжается он у меня сейчас за 17 минут до сотки, и это круто. 150-ваттная зарядка. Второй момент по поводу автономности. Я вам скажу, что автономность при просмотре YouTube через GPS на максимальной яркости 9-10% при подключенных Bluetooth наушниках, то есть все это поедает потихонечку у вас заряд, ну 9-10% это много. В то же время он съедает 24-28% при одновременном стриминге на Твиче
и игре, притом это в PUBG New State, 90 FPS, мы гоняли его на этом же канале, вы можете посмотреть. Запись часовую в Рове он поедает всего, ну это бродилка из разряда Dota 2, 21% при одновременном стриминге на Твиче на максимальной яркости при подключении по Wi-Fi. То есть это такие основные цифры. Если говорить о бенчмарках, смотрите, он только один бенчмарк в 3D-марке Соларовский не прошел. Опять же, было жарко, возможно, он у меня пройдет в помещении при температуре градуса 24, потому что он пытался пройти при температуре, получается, 27. Сейчас, кстати, смартфон в чехле, я не знаю, как работают микрофоны, я вообще не понимаю, как там с картинкой, как вы прекрасно знаете. И запись еще идет, ура, потому что экран заблокировался. Если говорить о каких-то других особенностях, смотрите, здесь нет телевика, здесь макро бесполезная и довольно бесполезный ультраширик. Про фронталку говорить тоже не хочется особо, потому что там есть всего 4К. Отсутствует, там есть всего 1080p. И оно такое себе. Напоминаю, что в моей личной телеге есть примеры кружков в Телеграме, и это актуально. Почему? Потому что даже супер дорогие смартфоны могут эти кружки писать с каким-то ужаснейшим звуком и ужасной картинкой. Ну, посмотрите. Я не скажу, что iPhone это лучшее решение, допустим, для тех же кружков в телеге. Для того и делаю много примеров все время в одинаковых условиях. Возвращаясь к тротлинг-тестам, вы видите, как повествование идет? Сложно сочиненно. Если говорить про бенчмарки в Antutu, я не знаю почему, но он съел у меня в обычном антутовском бенчмарке на производительность всего 2%. Если говорить о стриминге в Твиче, 90 FPS в PUBG он держал. И это один из смартфонов, очень немногих, который в PUBG у меня не сбрасывал ни FPS, ни яркость. Хотя у него яркость не космос, 750 нит, ну, скажем так. Это не предел. То есть, ну, чтобы вы понимали, вот та же Nubia дает 850 нит. Но помним какой-то кирпичик, помним, что Ace 2 Pro сделали чуть-чуть легче, чем собратья. Понятно, что он пластиковый. Я не знаю, что в некоторых сайтах есть информация, что у него металлическая рамка. Рамки металлической у него нет. Все из пластика, стекло, задняя крышка. Хотя, опять же, по моему мнению, когда задняя крышка из стекла и пластика тактильно одинаковая, особой разницы тоже нет, что у вас конкретно со стеклом. Олеофобка мне понравилась. Мне не нравятся водопады. Здесь водопад, но ложных нажатий у меня не было. Если говорить про, допустим, физические особенности, здесь есть инфракрасный порт. К сожалению, мини-джек отсутствует. И по Type-C-шнику, по моим тестам, у него не 3.0, то есть все довольно бюджетно. А почему не бюджетная цена? Повторяюсь, что он на 33% дешевле в долларовом эквиваленте, чем эта штука. А это третий эшелон. OnePlus все-таки, согласитесь, первый. Это я его сразу защищаю. Плюс у него есть механический переключатель. Кстати, в Nubia тоже есть. Вот оно, когда бывает два смартфона дорогих попадают в руки, да, новеньких. Но какие у него плюсы? В Antutu он выбивает на минималках, вот у меня всегда минимальная комплектация, 1 миллион 500 тысяч баллов. Русский язык здесь в стоке. Когда я на Nubia установил русский язык из АПКшки, у меня украли пароль с моего Google аккаунта для тестов. Но это не критично, но это очень показательно. Хотя, опять же, меня пользователи убеждают, что там все хорошо. Не качайте АПК просто не из Play Market. Понятно, что из Play Market может быть что-то плохое, но без Play Market это совсем всегда плохо. А если говорить о... Ну, или не используйте карты, как мне многие писали, что они просто покупают смартфоны, и если туда что-то устанавливают сторонние, они просто никакие способы аутентификации на стандартных сайтах не используют, не заводят карточки. Ну, в общем, вот это все для безопасности. Про экран я уже сказал, что яркость 760 нит, и это очень 750-760. И очень круто, что во время игры он ее не сбрасывает. Очень круто, что он за 17 минут заряжается. Мне понравилась его основная камера. Уже примеры фотографий, я не знаю, там штук 200 я уже выгрузил в личную телегу. Ничего прям супер фееричного нет. По мне, вот это вот на 35 миллиметров штука с апертурой 1.6 снимает фото лучше. Но у OnePlus в одних и тех же условиях, я просто на него фотографировал, у меня побелели фотографии на какой-то момент, на минуты 3 я все, что фотографировал, то ли датчик что-то словил, то ли еще что-то.
в Нубе побелело. OnePlus в тех же условиях работал, ну где-то грелся, но ничего такого не было. Почему я такое дело боюсь? Когда-то я купил Redmi Note 12 Pro Flash Edition, и в итоге на него обзор не сделал, потому что у меня таким же образом навернулась камера. Я на него снимал, она побелела и навернулась, и все. Основной модуль у меня так и не работал. Сейчас мне его пытаются реанимировать уже несколько месяцев технически. Вот. Такая же подобная история, когда у тебя происходит со смартфоном не за 20 тысяч с копейками рублей, а за 60 с лишним тысяч рублей, ты напрягаешься. У OnePlus такого не было. Механический переключатель звука стандартно здесь. Рамка пластик, напоминаю, задняя тыльная часть стекло. По внешнему виду специфический. Девочкам нравится, мальчикам не всем нравится. Мне цвет понравился лично. Если говорить о съемке ночью, ничего суперфееричного нет. Если говорить о стабилизаторе, вы сами все видите, и очень часто, когда я что-то рукаю вот так же одним кадром, я потом пересматриваю, допустим, вот в этом деле я просто очумел от качества видео. Я надеюсь, что здесь будет примерно то же самое, потому что я буду выгружать все это дело на YouTube одним файлом, пока не надо ничего клеить. И, к сожалению, мы не поймаем солнце, но, опять же, у меня примеров будет море в общем ролике, плюс я уже накидал этих примеров море. Здесь, кстати, есть 4К 120 FPS, но оно лагает, здесь его нет. Я повторяю, что там даже нет 8К 30 FPS, то есть здесь у нас только 4К 60 FPS на основном модуле, это предел. А если говорить про ультраширик, там вообще 1080p, повторяюсь, по мне все максимально мракобесно. Про плотность пикселей 450 ppi, и это вроде и флагманская, но в то же время не флагманская тема у OnePlus. Почему? Потому что флагманские показатели это 500 ppi, когда ты можешь использовать смарт как читалку, это совершенство. 400 ppi это просто очень хороший смартфон, то есть это что-то среднее, такой субфлагман. Если говорить о особенностях, здесь нет беспроводной зарядки. Если вы набьете 1000 лайков до моего основного обзора на этом ролике, я благополучным образом его потоплю, но защиты от влаги здесь нет. То есть в соленой воде я точно его топить не буду, но здесь есть вот эта супер технология, когда обливающаяся картинка, что смарт обливается водой, и ты можешь использовать его во время дождя. Как ты можешь использовать смартфон без влагозащиты во время дождя, это тайна, покрытая мраком. Может быть, не важно уже, если ты в мертвый смартфон будешь тыкать, как вариант. Но будем надеяться, что он выживет, если вы набьете эти лайки. Если говорить о особенностях взаимодействия в принципе, он легче, повторяюсь, это заметно, легче, чем все остальные флагманы. И я не скажу, что это хорошо, я не скажу, что это плохо, я просто скажу, что это в каком-то смысле интересно, когда ты юзаешь устройство на, получается, процентов 40 тяжелее, использование устройств, которые реально там на 60 грамм меньше, ощущаешь определенные плюсы. То есть, не знаю, играть, держать в руке, когда ты много фотографируешь. Я, допустим, час ехал на байке пассажиром и фотографировал на Нубе, у меня реально устала рука. Когда я ехал обратно и использовал OnePlus, ну, плюс я еще Нубе боялся, что навернется, у меня рука не уставала. Может быть, натренировалась, или опять сейчас будут писать, что нужно просто руки качать для телефонов, да? Или как мне один человек написал очень грамотно, когда я скинул шим OnePlus. К слову, шим здесь не супер, до сотки он не доходит, DC-диминг включается на 50%, но где-нибудь там 25% шима мы видим до 50%, 25-27%. Как мне говорят, ну подожди, устаканится, где-то даже 40, я бы на вашем месте не радовался тому, что шим есть. Почему? Потому что был там советчик, купите себе очки, ну наподобие, опять же, Qcana можно приобрести, и используйте смартфон. То есть покупайте смарта по 70 штук, как и я, только еще покупайте сверху очки по десятке или там по пятерке, чтобы их использовать. Но это уже дичь, если на ваш шим влияет в один из тех 10 одного из 10 из сотни или одного из 10, на которых прям он конкретно влияет. IPS сразу вам отвечаю, кто будет спрашивать, нету топовых, ну нету. А когда они будут, не будут, мне кажется, потому что это невыгодно запихивать топовое железо в IPS экраны. Хотя, может быть, кто-то соизволит. И подытожить я что хочу, что, может быть, это все было скомкано, но, повторяюсь, в долларовом эквиваленте я девайсу вот сейчас, без всякого общего обзора, говорю да. Да, он чуть-чуть перегревается, но меньше, чем все OnePlus, что у меня были.
Оболочка летает. Тач мне понравился. Экран мне понравился. В игрушке он в себя вел великолепно. Съемка, она флагманская. Да, это не камерафон, как, допустим, там можно долго кричать 35 миллиметров, никаких визуальных искажений. Но по видео, мне кажется, OnePlus выигрывает. Хотя, опять же, будем смотреть на YouTube. Смотрим, как кодировка. Меня интересует ютубная кодировка. Но повторяю, что все эти устройства, если у вас есть смартфон за 60 тысяч, я подозреваю, что у вас должен быть откалиброванный монитор тоже за 60 тысяч, чтобы наслаждаться цветами и всеми возможностями. Если вы будете на каком-нибудь даже неплохом Xiaomi-шном монике на 34 дюйма смотреть за 25 тысяч рублей, ну, вам все плюс-минус одинаково понравится. Опять же, вот в этом флагманском режиме. Я не думаю, что, возможно, вы даже между ZTE и OnePlus, если ZTE выигрывает, искажения там какие-то, вам понравится больше OnePlus. Тем более, после сжатия YouTube будем смотреть, как он работает с кодировками. Повторяю, что по мне лучшая работа с кодировками YouTube у Яблока. Мне кажется, что у них какой-то сговор. Сказал много, надеюсь, это дело полезно, надеюсь, полезен вам такой пример. Пишите, продолжать или нет эти просмотры обзоры одним кадром, потому что я сам у себя забираю просмотр у основного ролика. Я думаю, вы прекрасно это понимаете. Подписывайтесь на телеграм-канал скидок в описании, взаимопомощи, мой личный телеграм-канал. Напоминаю, что в личном телеграм-канале много очень примеров фото, видео до обзоров. Можем обсуждать с вами конкретные девайсы, чтобы вам было интересно. Спрашивайте у меня, что вам в железке интересно. Здесь, допустим, есть еще направленный микрофон, NFC, разумеется, рабочий, но MHL не поддерживается. То есть в линию через карту захвата я с смартфона стримить не могу. Это вот тем, кто спрашивал. Будем общаться, буду отвечать на вопросы, может быть, на какие-то, которые сейчас не осветил. Понятно, что все в голове не удержишь, но основное, что я хотел сказать, я вам сказал. В руках, даже без чехла, грани руки не режут. Разумеется, здесь защитная пленка идет вместе с чехлом в комплекте. Зарядка на 150 Вт, все стандартно, все по фэншую, карту памяти запихать нельзя. 2 физические симки можно, все как они обещали. И не забудьте подписаться на телегу взаимопомощи, нас там 15 тысяч человек, и читающих больше 5000, поверьте мне, это много. Плюс на этот канал, разумеется, с колокольчиком. Девайсу от меня, повторяюсь, да, добра и удачи вам, дорогие друзья.